Всем добрый день! В этом видео я расскажу о возможностях GLPI по управлению комплексными или последовательными заявками с использованием плагина процессы от компании TechExpert. Довольно часто служба IT-поддержки сталкивается с заявками, которые требуют привлечения разных специалистов или групп специалистов в рамках решения одной и той же заявки. При этом участие специалистов при выполнении заявки может иметь предопределенную последовательность. И начало работы одного специалиста может зависеть от результата выполнения работ другого. Примером такой заявки является обеспечение рабочего места для нового сотрудника, которое может состоять из нескольких этапов, таких как создание учетной записи в LDAP-каталоге, установка и настройка ПК на рабочем месте сотрудника, предоставление доступа к информационным системам компании, это может быть как одна заявка, так и несколько параллельных заявок для администраторов каждой из систем и так далее. Для решения такого рода заявок в нашей компании был разработан плагин процессы. Процессы – это новый дополнительный объект системы, который объединяет в себя несколько заявок и регламентирует последовательность их выполнения в рамках одного бизнес-процесса. Далее рассмотрим ключевые функциональные возможности данного плагина. Плагин состоит из двух основных элементов. Это шаблоны процессов и непосредственно сами процессы, которые запускают пользователи. Шаблоны процессов настраиваются предварительно администратором. Давайте мы сюда перейдем. Мы видим, что у нас уже есть три шаблона. Это внесение изменений в информационную систему, доступ к корпоративной сети и создание нового рабочего места. Сегодня мы рассмотрим создание нового рабочего места. Открываем этот шаблон и видим, что на основной форме у нас указаны наименование процесса, описание, типовые заявитель и группа заявителя, также типовые исполнители и группа исполнителей. Если мы понимаем, что для процесса создания нового рабочего места типовым заявителем будет департамент HR, а типовым исполнителем первая линия поддержки, мы тут можем это указать. Если процесс предполагает различных исполнителей и заявителей, мы просто эти поля можем оставить пустыми. Также имеется статус процесса. Если мы планируем какой-то бизнес-процесс вывести из эксплуатации, мы можем в шаблоне просто указать, что этот процесс не активен. Далее на вкладке «Вопросы» мы формируем форму инициации, форму запуска данного процесса. То есть мы определяем, какую информацию нам необходимо получить от пользователя при запуске процесса и указываем, создаем необходимые поля. Форма инициации состоит из разделов и полей. То есть мы видим, что здесь есть раздел «Общая информация о сотруднике» и доступ к информационным системам. В общей информации о сотруднике есть ФИО, должность департамента и его расположение, и также каким системам необходимо организовать доступ и какой уровень доступа. Если нам необходимо добавить еще какие-то разделы и поля, мы, соответственно, используем кнопку «Добавить», указываем наименование раздела, например, «Удаленный доступ», и уже внутри этого раздела можем создавать необходимые нам поля. Например, нужен удаленный доступ. Выбираем тип поля выпадающий список. Указываем, что поле будет обязательным. И значения в выпадающем списке будут у нас «да» и «нет». По умолчанию будет указано «нет». Добавляем. Также мы можем указать, что дата прекращения доступа. Указываем, что это тип дата, обязательная «да». И в описании мы можем указать подсказку, которая будет отображена пользователю, чтобы ему было проще понять, что нужно вводить в то или иное поле. Например, укажите дату, до которой нужен доступ. Нажимаем «Добавить». После того, как мы сформировали форму запуска процесса, мы переходим в вкладку «Связанные заявки». И здесь формируем заявки, которые у нас уже будут созданы в рамках этого процесса, и последовательность их создания. Для наполнения заявок у нас для каждого поля предусмотрены теги. Теги автоматически создаются для названия поля и для той информации, которая будет введена пользователями. Эти теги мы затем используем уже при создании заявок путем указания их в описании заявки. Мы видим, что по данному процессу будет создана заявка на создание учетной записи в АД и на создание рабочего места. Эти заявки не ожидают выполнения никаких других заявок, поэтому они будут созданы сразу при запуске процесса.
И также есть заявка на предоставление доступов к информационным системам. Она ожидает заявку 69, то есть мы ожидаем, когда будет создана учетная запись, и только потом предоставляем доступы к информационным системам. Вы видите, что в каждой заявке помещены теги, то есть по созданию учетной записи в АД мы используем ФИО, должность и департамент. При создании рабочего места мы опять же используем ФИО и расположение сотрудника. И в заявке на предоставление доступов мы используем информацию, которую ввел пользователь по перечню систем и уровню доступа. Мы создавали на форме инициации нового раздела на удаленный доступ, соответственно, нам необходимо добавить еще одну заявку. Чтобы добавить заявку, выбираем шаблон заявок. Шаблон заявки – это стандартный функционал GLPI, в котором вы можете создавать шаблоны, опять заполнять эту заявку необходимой информацией, указывать в ней исполнителей, категорию, SLA и так далее. Указываем шаблон удаленный доступ. Говорим, что эта заявка будет создана автоматически после предоставления доступов к информационным системам, то есть после заявки 75. И в описании мы поместим информацию, которую вводил пользователь. То есть нужен ли вообще сотруднику удаленный доступ и на какой период. Также с использованием тегов мы эту информацию указываем. Когда мы задали последовательность выполнения этих заявок, шаблон готов к использованию. Для того, чтобы запустить процесс, пользователь переходит в раздел «Процессы» и нажимает на кнопку «Добавить». Далее из выпадающего списка он выбирает шаблон нужного процесса, например, создание нового рабочего места. Опять же «Добавить», вводит краткое описание, например, новое рабочее место для инженера. Далее в разделе «Общая информация о сотруднике» мы указываем должность. Указываем департамент, расположение. В разделе доступа к информационным системам отмечаем, что нужен доступ GLPI Team Foundation Server и, например, SharePoint. Уровень доступа администратор. Указываем, что нужен удаленный доступ и дату, до которой доступ нужно организовать, например, до конца года. После того, как мы заполнили основную информацию на этой форме, нажимаем «Сохранить и запустить процесс». И мы видим, что автоматически были созданы две заявки. Сейчас мы в них перейдем. Мы видим, что была создана заявка на создание учетной записи в Active Directory и на создание рабочего места. В этих заявках назначены исполнитель, категория, время владения, время решения, и из формы инициации помещена информация ФИО, должность, департамент. Тут также помещена информация ФИО и расположение. Далее мы эти заявки выполняем в рамках уже штатного функционала GLPI по управлению такими заявками. Выполняем одну заявку и выполняем заявку на создание учетной записи в АД. Когда мы настраивали шаблон, у нас в процессе мы видим, что после того, как будет создана учетная запись в АД, будет автоматически создана заявка на предоставление доступов. Соответственно, когда мы решаем заявку по созданию учетной записи, мы видим, что автоматически была создана заявка на предоставление доступов. Тут также по аналогии заполняется вся основная информация, заполняется перечень систем, которым нужно организовать доступ, уровень доступа и так далее. Если сотрудник в процессе выполнения этой заявки хочет ознакомиться, в рамках какого большого бизнес-процесса эта заявка выполняется, он может перейти на вкладку «Процесс», перейти в карточку самого процесса, увидеть, какие заявки были выполнены, какие сейчас выполняются, какие еще будут выполняться. Соответственно, эту заявку мы тоже решаем. И у нас автоматически сейчас будет создана последняя заявка на удаленный доступ. Тут тоже мы видим, что заполнилась основная информация. Нужен удаленный доступ, да, дата прекращения доступа. Эту заявку мы также выполняем. Таким образом, мы выполнили все заявки в рамках этого процесса. Но, тем не менее, мы видим, что статус процесса у нас остается запущен, то есть активный, то есть в процессе выполнения. Мы
не меняем статус процесса на закрытый до того момента, пока все заявки также не перейдут в статус закрыто. Это нужно для того, что некоторые заявки могут быть возвращены инициатором на доработку, и мы ожидаем полного завершения работы над каждой из заявок. Заявки могут, опять же, закрываться в рамках штатного функционала GLPI по управлению закрытием заявок. Это может происходить автоматически по таймеру, либо же вручную пользователям путем подтверждения заявки из системы. В данном случае мы подтвердим выполнение заявок вручную. Подтвердим решение по каждой из них. Теперь наши заявки находятся в статусе «закрыты». И статус самого процесса у нас теперь закрыт, то есть выполнен. В журнале процесса мы можем увидеть все процессы, которые инициировал пользователь или участники его группы. По этим процессам можно увидеть название инициатора, текущий статус, общее описание и общее время выполнения данного процесса. Работа с журналом процессов производится по аналогии с журналом заявок. То есть пользователь может сортировать, фильтровать, проводить поиск по нескольким параметрам и выгружать данный перечень в PDF или в CSV. Также для ключевых событий в рамках выполнения процесса предусмотрен набор уведомлений. Настройка этих уведомлений производится также штатными средствами. Мы перейдем в раздел уведомления и увидим, что есть новый тип уведомлений процессы и предусмотрены события, когда был создан новый процесс, когда был назначен новый исполнитель, когда процесс был активирован, закрыт, остановлен или отменен. Работа с шаблонами этих уведомлений производится уже штатными средствами. Вы можете задавать верстку, размещать теги и отправлять нужным получателям. Итак, мы рассмотрели все основные функциональные возможности данного плагина. Если у вас остались какие-то вопросы или нужна дополнительная информация по плагину процесса, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже. Спасибо за внимание.